Привет! Сегодня в видео я расскажу про еще одну беспроводную колонку от Tronsmart. Модель получила краткое название T7 и является неким современным продолжением довольно старой линейки. Чуть меньше 3 лет назад я делал обзор на ее предшественника Element T6 Plus Upgraded Edition. Колонка меня тогда порадовала своим звучанием, в особенности эффектом 360 градусов, которым в то время мало кто мог похвастать. Это сейчас такой подход стал чем-то привычным, ведь подобную конструкцию применяют многие производители. К примеру, моя постоянная спутница Anker Soundcore Flare 2 также имеет звучание на 360. Но к ней мы еще сегодня обратимся, а пока все внимание на T7. По комплекту поставки здесь особо и рассказывать нечего. В коробке, кроме самого устройства, инструкции по эксплуатации и кабеля для зарядки, больше ничего нет. Каркас колонки выполнен из матового черного пластика, в верхней части которого имеется петля для шнурка. Никаких зазоров или щелей в сборке я не обнаружил. Нижний торец оборудован силиконовым кольцом и мягкими ножками для устойчивости. На максималках она не скачет по столу, что очень хорошо. Но оно и понятно, вес колонки составляет порядка 900 грамм. Область, где установлены динамики, по кругу облачена в синтетическую акустическую сетку. Конструкция монолитная и внушает доверие по части надежности. В нижнем торце корпуса во все сечение находится диск сабвуфера, прикрытый пластиковой перфорированной пластиной. Ну а сверху находится большое джок-колесо управления громкостью, под которым аккуратно разместили светодиодную подсветку. На борту имеется 4 режима ее работы. Переключать их между собой можно посредством однократного кратковременного нажатия кнопки Power. Блок управления имеет механические клавиши, покрытые силиконом. Здесь у нас, как обычно, есть play-пауза, переключение трека вперед и назад и активация режима Sound Pulse. Регулировка громкости, как я уже отметил, происходит с помощью колеса. В нем нет ограничителя, но есть ненавязчивая трещотка. Крутится все четко, но само колесо немного люфтит. К слову сказать, на этот раз производитель обеспечил класс влагозащиты по стандарту IPX7, что в свою очередь сделало колонку более устойчивой к утоплению. По идее, погружение под воду выдержать она должна, по крайней мере все предпосылки для этого имеются. В нижней части кнопочного блока под заглушкой имеется разъем для зарядки Type-C и слот для установки карточки памяти форматом microSD. К сожалению, AUX разъем в данной модели отсутствует. Слушать музыку можно будет только по Bluetooth. За связь отвечает современный модуль версии 5.3, а передачу звука обеспечивает единственный аудиокодек SBC. Аппаратно звук в колонке обеспечивает 2 динамика, повернутых в разные стороны, и 1 сабвуферный источник. Суммарная мощность составляет 30 Вт. Исходящий звук действительно распространяется на 360 градусов с примерно одинаковым уровнем громкости. Колонка, к слову сказать, играет очень громко и способна обеспечить звуком как небольшое помещение, так и уличные посиделки. По качеству звучания могу сказать однозначно, что она на 100% подойдет под все современные популярные жанры музыки. Даже в стоковом исполнении низких частот она выдает приличное количество, а середина с верхами настроены так, что ни вокал, ни инструменты никуда не пропадают. Звучание приятное, объемное и очень драйвовое. На максималках ничего не хрипит и играет весьма достойно. Я даже больше скажу, в сравнении с моей Flare 2, Tronsmart T7 звучит более массивно и чуть масштабнее. При этом у Anker больше преобладает средние и высокие частоты, что делает ее звучание более детальным на фоне T7. Тем не менее, исходя из своего собственного опыта, могу сказать, что если уж мне в повседневной жизни прекрасно хватает Flare 2, чтобы обозначить фоновый аккомпанемент на шашлычных мероприятиях, то T7 уж точно сможет это обеспечить, и скорее всего даже немного больше. И все же для тех, кому в стоковом звучании Tronsmart будет недоставать каких-то частот, то для таких людей есть приложение с звуковыми настройками. Оно очень простое и по своей сути именно для звуковых экспериментов в большей степени и необходимо. Тут есть как несколько готовых пресетов, так и собственный ручной эквалайзер, так что настроить колонку под себя не составит никакого труда. Ну а если же как вариант купить 2 таких колонки, то с помощью контроллера в приложении можно создать из них стереопару, и тогда уж точно можно будет закатить неплохую вечеринку где-то на даче. Единственный момент — это, разумеется, автономность. Внутри установлен аккумуляторный блок на 2000 мАч, чего, как по мне, немного маловато. К слову сказать, у прошлой модели T6 Plus Upgraded Edition стоял аккум на 3300, и ее даже можно было использовать в качестве пауэрбанка. В нашем же случае T7 на максималках отработает не более 5 часов. Но если же гонять музыку фоном на процентах 40-50, то на заявленные 12 часов ее вполне должно хватить. В общем, как всегда, все будет зависеть от личных предпочтений по децибелам.
Тем не менее, если говорить в целом, то учитывая стоимость, колонка получилась отличной. Я могу смело рекомендовать ее к покупке, если все вышеперечисленное вас полностью устраивает. Как по мне, за плюс-минус 40 баксов это хороший вариант как для подарка себе любимому, так и кому-то из своих близких или родных. Тем более сейчас, в преддверии Нового года, это как никогда актуально. Если не знаете, что подарить, то как вариант можно рассмотреть и подобное устройство. Ну а я, в свою очередь, вроде бы все, что хотел про данную колонку сегодня рассказал. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.